Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Сегодня по многочисленным заявкам мы вам покажем, как мы поливаем и подкармливаем именно рассаду. Причем рассаду разных периодов. Вот у нас 6-го мы показывали вам, как мы проводили своеобразную пикировку, перевалку в горшочке. И далее у нас побольше горшочки, что мы будем делать. Мы влажный грунт использовали, не поливали при пикировке. И вот я хочу вам показать правила эти, схемы полива и подкормок рассады. Во-первых, нужно знать всегда, что нужно использовать по агрогороскопу. У нас есть гороскопы на каждый месяц, заранее все это есть, когда поливать. И сейчас с апреля будут еще и подкормки отдельно, потому что нужно знать, когда минеральными использовать, удобрениями поливы, подкормочки и когда использовать органику. Ну и мы должны с вами еще остальные правила очень важно знать и использовать. Почему? Потому что много новичков, как попало, что попало, делают и поливают, и потом растения погибают. Итак, нельзя поливать каждый день. Есть у нас такие, которые кричат: караул, почему они высохли, и нельзя их поливать каждый день, пожалуйста, только по гороскопу. Через 2 дня там бывает у нас как раз возможность, гороскопы есть, посмотрите, есть несколько таких периодов в месяце, когда нельзя поливать. Нельзя холодной водой, должна быть теплая температура воздуха там, где рассада находится. И нельзя сразу использовать воду из-под крана, нужно, чтобы она отстоялась. И нужно провести мульчирование рассады. Что это дает? Это у нас кокосовый субстрат или у вас есть агроперилит. Можно подсыпать. Я вам еще покажу, когда будет подкормочку показывать. Покажу, как это можно делать. И правило 3 поливов. У нас уже отдельно видео есть, но я сейчас вам его расскажу и покажу, как это делать. Правило 3 поливов больше подходит как раз в знаке стихии Земли, потому что следующий знак после стихии Земли всегда знак стихии воздуха. И если залить сверху, растения бедные будут погибать, их корни, и они тоже погибать. Итак, мы с вами правила знаем. Теперь мы будем с вами работать. Показываю. Вот смотрите, у нас есть рассада. Маленькие горшочки. Вот. Я проверяю всегда. Ага. Влага там еще внизу, кстати, есть. Тут вот здесь сухое все. И на маленький вот такой горшочек здесь достаточно буквально для полива всего использовать где-то 50 миллилитров воды. Я вот вижу, как это делать. Надо не попадать на растение. Немножечко вот так прошлись и полили. Все. С горшочка сейчас пойдет капать водичка снизу, он тяжелый становится. Это вот такой полив для растений. Наверх не попадаем. По гороскопу сегодня хороший день. Сегодня уже знак стихии воды, рыбы. И мы можем вот таким образом провести поливы всех растений. Да, немножечко, смотрите, нижние листики уже как будто бы подсыхают. Не страшно, наши растения будут уже, вот снизу капает, даже больше налила. Снизу должна быть подставочка какая-то. И можно таким образом поливать все растения. Мы сейчас польем несколько еще, чтобы уже было наглядно. Ну вот теперь у нас маленькие горшочки, вы поняли. Буду всех поливать до конца. Ну а теперь хочу показать правило 3 поливов. Вот смотрите, это уже подходит правило 3 поливов для больших горшочков. Здесь у нас литровая. Помните, мы высаживали, показывали, как укладывали лежа. И вот они ровненько стоят себе. Здесь еще влага есть. Но вот очень важно не заливать сверху, как я делаю. У меня есть побольше миски, туда выкладываю. И вот для такого горшочка здесь нужно где-то 200-250 миллилитров воды. Чтобы не было проблем вверху, не было загнивания, черной ножки, мы просто заливаем. Вот нужно обязательно целая цельная посуда. Заливаем в этот горшочек, в эту посуду. И вот уже даже больше, оно больше, кстати, не возьмет. И снизу начинает впитываться вода, и она поднимается вверх, и нету вот этой склейки земли. Земля остается, видите, у нас дыхание продолжается, потому что очень важно, чтобы корни дышали. Они живые сущности, и такие, как и мы, это тоже уровень какого-то сознания, не какого-то, это все божественный уровень, природа, это все часть
великая, красивая часть природы. И поэтому все сознание тянется, любое сознание, к свету. И любое сознание должно дышать. То есть все стихии должны работать. И для того, чтобы все стихии работали, мы, естественно, вот поливаем таким образом, даем воздух, у нас сверху будет поступать воздух, и полностью промокнет вот этот горшочек, земля, наберется столько воды, сколько нужно, и оно даже чувствуется, ну, это занимает время, очень удобно. Но если вы будете сверху заливать, смотрите, особенно это касается, вот если заливать, я уже так этот горшочек покажу, вот, и вы залили, и у вас, если не вскушили землю, у вас образовывается корка. А если корка, то получается, что корни не будут дышать. Эти вот периоды, когда нужно дыхание корням, и нету в этот период возможности дыхания корню. И корни начинают в этот период задыхаться и гниет. Вот это, мне придется это все, когда уже, даже если полили, но нужно на следующий день обязательно вот сделать, обязательно, тут вот плохо сейчас, влажное, невозможно так сделать. Нужно обязательно пустить воздух, пройти с вилочкой, что у вас есть, чем вы работаете. Вот сейчас уже горшочек достаточно тяжелый, уже чувствуется, что земля набралась. Сейчас проверю. Да, все, здесь достаточно. Вот. И таким образом все остальные горшочки, вот таким образом мы вот поливаем. Видите, проверяю. Здесь сверху у нас сухая земля. И даже снова там вода есть. Я где-то сразу же отвечаю, на сколько? 15 минут достаточно. За 15 минут набирается нужное количество воды, влаги для того, чтобы в горшочке вот это все замочить, корневую систему, и корни могли питаться. А сверху идет все время дыхание. Это очень важно. Ну что ж, по поливу здесь у нас мы рассмотрели с вами, уже знаем, что нужно правило 3 поливов обязательно. Кстати, 3 поливов, это значит для больших горшков, у нас видео специально есть, у нас есть 2-литровые, 3-литровые горшки. Так вот, когда вы будете поливать вот таким образом и сверху, то полили определенное количество и оставили, пусть растения 15-20 минут будут находиться в таком состоянии, прошлись немножечко, вот так вилочкой, и снова полили. Потому что большой горшок, вот здесь еще маленький, здесь не забитая земля. Когда же у вас будет большой горшок, забивается, уплотняется вот эта часть земли, и получается, да, здесь может набраться воды, и здесь, а середина сухая. Для того, чтобы вот эта вся часть замокла, мы раз в неделю такие вещи делаем, поливы в хорошие дни. Поэтому вот полили, отдохнуло 15-20 минут, воды нету, снова уложили воду, или и сверху, и снизу, там уже будет возможность поливать, но лучше всего снизу полили, снова забралась вода у вас и в горшочек, и еще вытянули, 15 минут прошло, и еще раз, вот 3 раза, 3 полива, и тогда мы вот увидели, что именно после 3-го полива полностью вот эта средняя часть, она тоже получает влагу. Нужно, чтобы весь горшочек был полит, а не так, вот здесь полили чуть-чуть или тут. А та часть получается сухая. Значит, нужно раз в неделю вот капитально 3 полива сделать, и тогда спокойно растения будут развиваться и расти. Я хочу сразу показать вам еще мульчирование. Да, мы привыкли, что мульчируем соломой в теплице. Смотрите, мульчирование. Что нам дает мульчирование? Экономия воды. Тоже лишний раз вы заливаете, если каждый день поливать, вы почву делаете кислой. Поэтому нужно вот делать экономия воды, и под мульчой, в данном случае у нас кокосовый субстрат, вы можете агроперлит использовать, есть вот такие рыхлители земли, можно их использовать. И вот полили, и уже я вот их закрою, и я в 2 раза меньше влаги и полива провожу благодаря вот этому мульчированию. Вот таким образом уложили по всему горшочку, прикрыли. Влага. И, кстати, в теплице сейчас выносим растения, они не так прогреваются, и им очень здесь хорошо. Ну вот это что касается поливов и сохранения влаги. Тут у нас пока растение дальше пусть набирается влаги,
А мы с вами еще один вопрос подкормки, потому что это неразрывно связано. Вот я буду проводить подкормки 13-14 уже марта, когда будет хорошее время. Сейчас нельзя, новолуние завтра, и в этот период только поливы. Поэтому я вам показываю то, что я делаю. А как мы будем работать с подкормочки, я записала. Самое главное у нас для подкормок – это развитие разветвленной корневой системы. То есть нам надо получить в горшочке хорошую, мощную корневую систему. Не в высоту растения, а нам надо здесь корневая система для того, чтобы уже следующий горшочек мы переложили. Тут много корневой системы, и корни дальше развивались. Верхушка будет нормально развиваться, она не будет вытягиваться. Поэтому нужно использовать какие удобрения. Вот мы используем, смотрите, я использую, вот буду как раз вот это удобрение 13-14 марта, Радифарм называется. Это органика для образования корней. Здесь схему пишу специально сразу же. 25 мл на 10 литров воды. Если у вас литр воды нужно будет для подкормки, значит 2,5 мл на 1 литр воды. Это легко. Дальше, укоренители. Сейчас очень много укоренителей органического происхождения или растительного происхождения. И смотрите, чтобы у этих укоренителей была вот эта цифра вторая, это фосфор. Обычно азот, фосфор, калий. Вот эта цифра должна быть большой, 40 единиц. Вот это как раз фосфора здесь достаточно для того, чтобы хорошее корнеобразование. Есть химические укоренители, я их не использую. Я использую вот эти укоренители, в данном случае Радифарм. Мне это очень нравится. И не называю фирмы ничего, потому что я выбираю то, что самое лучшее. Основа должна быть фосфор. И такие две подкормочки 2 раза в месяц. Хотя говорят, что Радифарм можно использовать и больше влить, там ничего страшного не будет. Пожалуйста, для рассады не надо ничего больше, даже меньше. Здесь правило лучше меньше, да лучше. Дальше пишут, значит, вот это 2 раза. И есть такие еще препараты, сейчас аминокислоты, витамины. Вот у меня есть такой препарат, это удобрение жидкое, органическое, называется Амина плюс М. Вот, и есть амистим. Мы разговаривали с агрономом энзим Денисом Никонцом, и он показывал препарат, я еще не пользовалась им, аминостим. Так вот, смотрите, для открытого грунта, да, и для того, чтобы поливать, достаточно на 10 литров воды 5 миллилитров. Значит, это где-то 3-4 капельки на 1 литр воды. Капельки. Вы понимаете, насколько здесь насыщенность большая у этих препаратов, и здесь и витамины, и аминокислоты, и все остальное. Вот эти аминокислоты, витамины, эти вот удобрения жидкие, это тоже органика, их можно использовать только 1 раз в месяц. 1 раз можете вот укоренители какие-то, Радифарм, и 1 раз вот эти удобрения. Не спешите много раз поливать и подкармливать, потому что это плохо закончится для растений. Выгонятся, будут большие, и все. Вы можете сказать, что нет возможности купить вот укоренители, Радифарм, аминостим, амина. Ищите аминокислоты, витамины, но помните, что нужно. Очень маленькая доза должна быть, и 1 раз в месяц можно использовать. Внизу пишу специально вам, что можно еще, если нету, можно использовать настой луковой шелухи. Но очень важно, я как раз 1 раз попробовала, лук был не сильно здоровый. Это было время, когда еще не было триходермина, и не было гаупсинофорта, и других препаратов защитных. Так вот, был больной лук, и вот эта шелуха мне заразила даже землю, и я имела проблему с рассадой. Поэтому луковая шелуха со здоровой луковицей должна быть. Значит, настаивайте, есть разные, много рецептов, все они прекрасные в интернете. Не буду повторяться, но делайте настойку светло-коричневого цвета. Дальше можно банановую шкуру настаивать, шкурки мандаринов, апельсинов, там тоже калий и фосфор есть. Еще мне очень понравилось, но берите агар-агар 2-го сорта, потому что если брать 1-й сорт, это очень дорого, а 2-й сорт, он менее дешевый. Смотрите, очень быстро, практически за сутки, готовые суперудобрения. Берете 3 литра воды и добавляйте теплой, не горячей, теплой, 1 столовую ложку агара-агара.
и 24 часа настояли, и понемножку, там по 50 мл на каждый горшочек поливаете вот с этим агар-агаром. Прекрасное тоже удобрение. Агар-агар – это водоросли. Это шикарное удобрение. В водорослях есть все абсолютно. И витамины, аминокислоты, и нужные питательные вещества. Вот это у нас по подкормкам. Еще, почему я соединила полив и подкормки? Я половину делаю всегда полив. И через время, через полчаса, когда уже упитается наполовину вода, вот 50 мл, обычно 100 мл на горшочек, 50. И 50 мл растворила вот эти удобрения и добавляю еще, поливаю удобрения. Но удобрения поливаем, когда вы увлажнили почву в горшочке, вы уже сверху поливаете. Вот у вас будет возможность еще сверху полить. Если у вас есть вот такое замульчированное у вас в горшочке земля, то здесь сложностей не будет, но полив и подкормка вместе проводятся для того, чтобы и всю, во-первых, часть вот эту замочить, и доступ всех корней до того, чтобы было питание у них всех одинаковое. Все мы подкормки сейчас для рассады используем для того, чтобы создавалась корневая мощная система. Не для того, еще раз, чтобы вверх расти, а для того, чтобы у нас вот формировалась корневая система. Видите, у нас мы не выгоняем, мы не переливаем, заливаем очень редко. Вот он уже минут 15 здесь находится, тяжелый горшочек, еще немножко, еще минут 5 побудет, и мы его в таком виде уже все оставим, его не будем поливать. Когда уже будет подкормка, можно будет здесь немного тоже полить и подкормочку. И затем замульчировали и вспушили обязательно земельку, замульчировали, и ваши растения будут нормально чувствовать. И вот эти подкормки и поливы не нужно в таких случаях делать часто. У вас растение будет здоровое, не будет болеть и будет нормально развиваться. Нам нужно сейчас в рассаде создать мощную корневую систему, а не выгнать вот такие деревья, а корни там с гулькин нос. Вот так. Вот такие у нас сегодня советы и такая схема, шпаргалка для полива подкормок растений. Вы просили, мы это сделали, показали, как мы это делаем, для того, чтобы выращивать основательную, здоровую, мощную рассаду любых растений, и цветочных, и овощных. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Желаем вам успехов в выращивании рассады, ну а затем хорошего, добротного урожая. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні ми відповідаємо на питання ваші по поливам та підживленням рослин. І для цього ми будемо показувати, ми 6 березня робили пікіровку наших розсадних рослин. Ось вони у нас тут знаходяться. А сьогодні 9 березня ми якраз робимо це відео, готуємо і проводимо перший полив. Як бачите, то в горшочках це вже политий. Ми зараз все вам розкажемо, покажемо, як це ми робимо. Дивіться, суха земля. Зверху суха. Але далі там волога є. Бачите? Там волога ще є. Ми даємо можливість розвиватися корінням. Коріння розвиваються, коли немає багато води. Вони собі шукають воду і нарощуються. Для цього потрібно поливати по агрогороскопу, і ще для того, щоб коріння у нас формувалось, треба підживлення. Давайте розглянемо перше питання, це у нас поливи. Поливи в першу чергу по агрогороскопу. По агрогороскопу у нас агрогороскопи на кожен місяць є, і на березень вже є, і скоро буде і на квітень, вже буде окремо і полив, і підживлення. Поки що підживлення проводимо тільки органічними складовими, органічними добривами, для того, щоб ви і не дихали хімією, і маленьким рослинам не треба хімія. Тому по агрогороскопу дивитися гарні дні. Якщо
от сьогодні у нас знак риби, от дуже гарно полити рослини. Але так як завтра у нас новомісяче, то в цей час не можна підживлювати рослини. Я весь час говорю, що коли дитина народжується, тобто дитина збирається народитися сьогодні ще, а завтра вона народиться, то в цей час ніхто не дає їй зразу борщу, чи котлет, чи голубців. Треба тільки трохи водички. Треба стільки, скільки треба для рослинки. Якщо це велика рослина, трохи більше, менше. Наступне правило для поливів – не можна поливати кожен день. Будь ласка, це така помилка для новачків. Ті, хто тільки починають, будьте уважні, не поливайте кожен день. Це приведе до того, що коріння взагалі майже не буде, там один патичок і все. Коріння не розвивається. І рослина тягнеться тільки вверх, і потім її висаджуєш, вона, бідна, не витягує і навіть доброго врожаю не дає. Далі, не поливайте, будь ласка, холодною водою. Вода повинна бути тієї температури, де вона знаходиться, приміщення. І не поливайте невідстояною. Дуже багато хто користується водою з водопроводу, то, будь ласка, там різні є домішки. Треба, щоб відстоялося, мінімум 24 години, а чим більше, тим краще. Далі, мульчування розсади, економія води. Ми таке написали, і зараз я вам покажу, як ми це робимо. Це нам дає можливість і коріння дуже гарно, у нас не підсихає земля, і коріння гарно розвивається. І економія води, тому що дуже рідко поливаємо. Раз в тиждень цього достатньо. І правило 3 поливів, ми зараз вам його теж покажемо. Давайте в першу чергу ми покажемо, як ми поливаємо. Скільки поливаємо. Ось у нас маленькі горшочечки. От вони, вологий ґрунт був, коли ми висаджували, показували, десь ось тут починається волога. Значить, ми беремо і тут, так, щоб ні в якому випадку не повинна вода попадати на саму рослинку. От ви вже бачите, капає знизу. Це вже достатньо, навіть багато. І тепер ми зразу ж проведемо мульчування. У нас рослинки малесенькі, тільки 3 дні тут живуть, нічого страшного, ми зараз проведемо мульчування. Ось дивіться, проводимо мульчування. Якщо у вас є агропереліт, будь ласка, агроперелітом присипте. У нас є кокосовий субстрат. Присипали кокосовим субстратом і у нас рослинка буде економна. Тут, по-перше, не буде поверхні, яка дасть можливість воді підніматися, вода залишається. І знизу там температура повітря ми виносимо зараз в теплицю. У нас теплицю на день, а в ніч ми заносимо в будинок. І виходить, що і в будинку немає випаровування води, і в теплиці. І не так прогрівається ґрунт. Ви бачите, скільки ми тут важливої роботи зробили от завдяки цьому мульчуванню. Ми звикли мульчувати в теплиці, але тут от вже зараз якраз час можна це зробити. Тепер ми побачили, да, як ми тут вже полита рослинка. Зараз хочу показати, ні, тут не покажу. Зараз буду пояснювати на більшій рослині. От мульчування. Трошечки, буквально пів сантиметра ми засипали ось цими кокосами, зволожений кокосовий субстрат. А зараз ми з вами розглянемо рослинку. Ми теж з вами показували. Це у нас 19 січня було посіяно, і ви бачите, якби ми її підживлювали, до речі, ні одного підживлення ще не було, якби підживлювали, поливали кожен день, то тут би вже дерево було. А так, 19 січня і 9 березня, як бачите, рослина невелика, але вона нормально розвивається. Бачите, в неї і стовбур нормально розвивається, і потихеньку сама рослина розвивається. Ми не переливаємо, поливати треба раз в тиждень, в гарні дні. Що ми тут робимо? Я дуже люблю цей спосіб. Коли мало розсади, а навіть коли було багато, просто корита ставили, заливали в корито воду і тоді от на таку рослину треба 250 мл води. Але якщо я буду заливати, зараз вам покажу, якщо я буду заливати зверху, от таким чином, всю воду 250 мл, по-перше, витече вся вода, лишня вода витече. По-друге, ми створюємо ось таку плівку. От воно засохне, створюється плівка. І
Наступний знак, особливо після Дня кореня, тобто після знаків стихії землі, це Телець, Діва і Козиріг. Наступні дні це у нас буде стихія повітря. І що буде? А буде якраз оця плівка не давати можливість дихати корінням. А корінням необхідно дихати. В ці дні особливо у нас всі 4 стихії, і 5-та працює стихія, але ці 4 стихії для рослин дуже важливі. Тому що ми робимо? Ми от таким чином знизу, от це вже перелилося, вже вона дуже важка. Для 3 поливів, правило 3 поливів, вже більша розсада 2-3 літра об'ємом. Тоді, якщо ви будете поливати знизу і зверху, у вас буде отут всередині суха земля, і тут не будуть розвиватися корінці. Тоді, що ми робимо? Це правило 3 поливів. Це у нас один раз от полили, набралося, от 15 хвилин постояли, рослинки витягнули. І 15 хвилин, 20, нехай вони постоять. Потім знов на 15 хвилин поклали і полили теж зверху, внизу. Це для великих уже рослин. Знов 15 хвилин пройшло, витягнули, і рослини знову постояли. І на 3-й раз теж потрохи, отаким чином. І вся оця частина зволожується завдяки правилу цього 3 поливів. Ми це робили експерименти, у нас окреме відео десь є на каналі, і показували, як це все робиться. Будь ласка, треба, щоб вся земля була волога у горшочку, тому що коренева система повинна розвиватися по всьому горшочку. Ну, а тепер приступимо до другої половини відео, тому що і поливи, і підживлення, вони дуже пов'язані. Дивіться, що ми робимо. Як бачите, ми ще не підживлювали рослини. Якби підживлювали, у нас були б здорові дерева. Що тут треба знати? Перше, ми розвиваємо розсади розгалужену кореневу систему. Нам не треба висота, нам треба розгалужена коренева система в цих горшочках. В горшочках повинно бути коріння рости, а не верх. Верх буде розвиватися, він поступово буде розвиватися, як у цієї рослинки. Але у нас головне отримати кореневу систему. Розгалужену, гарну кореневу систему. Що для цього можна використати? Ви вирощуєте розсаду в хаті, на своїх підвіконнях. І якщо ви будете хімію використовувати, ви будете дихати. Та й це ж малесенькі рослинки, їм теж не підходять ще ваші борщі та голубці. А треба дати водичку і в водички трошечки дати підживлення органічне. От ми використовуємо Радіфарм. Це органічного походження, це підживлення для створення коріння. Беремо 25 мл на 10 літрів води. Якщо вам треба 1 літр води, 2,5 мл. Відрахували, взяли, це особливо добре робити це з допомогою шприців. Зараз це є в будь-якій аптеці. І розвели, воно таке світло-коричневого кольору виходить, коли розводите. Тобто це рослинного походження ці от препарати. І укорінювачі, до речі, укорінювачі теж є зараз багато рослинного походження. Не хімічні, а саме органічні. Дивіться, укорінювачі, там обов'язково є на анотації, інструкції написано. Я, наприклад, взяла один із укорінювачів 13-40-13 НПК. Так от, ПКП – це 40 одиниць від усього добрива, це фосфор. Тому що фосфор якраз допомагає створити кореневу систему. Ці добрива ми беремо не більше, ніж написано в інструкції, а краще менше. Тому що вони малесенькі, їм треба розвиватися, думати, що треба шукати весь час їжу і розвивати коріння. І нарощувати зверху ту частину, яку потрібно нарощувати на даний момент. Тому, будь ласка, не більше 2 разів в місяць оце підживлення робимо. Далі, дуже важливий момент, підживлення і поливи проводимо в один день. Половина дози, якщо мені треба на горшочок 100 мл, я 50 мл водичкою заливаю спочатку, а інші 50 у мене йдуть на підживлення. Тобто вже з підживленням я туди наливаю з цими необхідними елементами живлення
в горшочок під живлення, і воно повинно вже по вологій землі повністю пройтися по всьому горшочку, щоб всі корінці отримали харчування. І ще що можна використати, от у нас є, до речі, це аміностим, мікромінераліс аміно, це теж у нас амінокислоти, вітаміни. Це органічного теж походження. Є аміностим ензим, у нас був на каналі нашої вітальні агроном Денис Никанець, і він розказував, що в ензимі теж є дуже гарний препарат, аміностим називається. Але там дуже маленька кількість ставиться від цього об'єму, на 10 літрів води всього 5 мл ставиться. Тобто вже 0,5 мл треба там капельками на літру води. Тому будьте уважні, читайте інструкцію, не давайте більше. Інакше ваші рослини дуже швидко піднімляться вверх, а коренева система не буде працювати. Тут треба все робити правильно і стільки написано в інструкції. Оце підживлення можна використовувати один раз в місяць. Хтось мені скаже, комп'ютер у нас є, телефон є, а цих препаратів немає. Що робити? У нас є такий досвід, ми робили настоянку цибулиння. І багато хто з вас теж використовує. Так, це гарна річ, але повинна бути здорова цибуля. Ми мали досвід, коли трошечки хвора була цибуля, і ми тоді розсаду свою чуть не загубили, тому що там були хвороби. А коренева система якраз на рослинки, на нашу розсаду, якраз були загублені ці рослини, тому що коріння почали гнити, ми хворобу занесли. Тому настоянку цибулиння, будь ласка, тільки здорової цибулі. Якщо вона у вас хворіла, будь ласка, не використовуйте. Що ще можна? Те, що доступно. Настоянка бананової шкіри. Зібрали бананову шкіру, шкіру мандаринів, апельсинів, хтось сушив навіть. Будь ласка, теж там закладаєте повну 3-літрову банку, заливаєте водою і тоді берете 1 столову ложку або 3 столові ложки. На літр краще починати з 1 столової ложки, а коли вже більше рослина виросте, можна 3 столові ложки на літр води оцього настою. Настойку робити треба довгенько, неділю-дві, от, щоб воно оце все гнивало і створювалося добриво. І ще дуже цікава річ – агар-агар. Тільки другий сорт, тому що перший сорт дуже дорогий. Якщо є можливість купити агар-агар другого сорту, то дуже швидко протягом доби готується добриво. 3 літри води в 3-літрову банку, додаю 1 столову ложку зверху цього порошку агар-агару, 24 години, і потім поливаю маленькі рослини. Тобто 50 мл на маленький горшочок після поливу, полила і теж підживлення агар-агаром. Що таке агар-агар? Це водорослі, а це дуже зараз популярно, і вже вчені доказали, що дуже гарне добриво, тому що в самих водорослях дуже багато поживних речовин, необхідних для рослини. Вони дуже гарно підживлюють наші рослини. Там є і фосфор, там є і калій, є і азот, і інші мікроелементи, які дуже важливі для рослин в такому стані. Ну що ж, ми вам відповіли, розказали, показали. У нас вже ця рослинка, бачите, натягнула води, вона важка. От, вже можна її буде забирати звідси. Я зразу зроблю ось таку річ, тому що треба берегти вологу. І вологу не треба, щоб воно в хаті піднімалося. Теж треба про це думати. От, і вологу не тут, у теплиці, теж, щоб вона не губилася. І ось отак у нас рослина вже полита, це вже велика, а ось у нас маленькі. Ми вам показали сьогодні, як ми поливаємо, і ми отримуємо гарні результати, і як можна теж використати цей досвід для того, щоб отримати і здорову розсаду, а потім гарний урожай рослин. Тому що від цього дуже багато залежить. Яку ви розсаду виростете, такий ви будете мати врожай. Ну що ж, ми вам відповіли на ваші питання. Ось вона схема. Мінеральні добрива не використовуємо принципово. Це у нас рослини живуть вночі в хаті, і цим дихати не можна. І рослинам маленьким теж не треба звикати з маличку до хімії, або як з маличку до алкоголю привчають, або до наркотиків. Це їм не треба. Їм треба давати органіку. Те, що потрібно для маленького такого от віку.
На все добре, бувайте здорові. Здорової вам розсади. Якщо питання є, будь ласка, задавайте. На все добре. Бувайте здорові.